Всем привет, друзья! И сегодня я записываю ролик. Сегодня 29 декабря, канун Нового года. И я запишу ролик о том, как проявляется у меня, в частности, ковид, с учетом того, что у меня есть врожденная астма. Значит, с чего у меня началось все? У меня началось с того, что неделю назад, примерно 23 числа, я начал ощущать безумную усталость. Усталость не от физических нагрузок, а от того, что ты просыпаешься и такое впечатление, что ты не спал. Я не придал этому никакого значения. Я подумал, что, возможно, это атмосферное давление в связи с перепадом температур, так как в Санкт-Петербурге температура падала от нуля до нуля, и, точнее, от нуля и до плюс 6, то снег, то дождь, то есть, ну, вроде бы как бы, да, это нормально. Соответственно, 7 дней я ходил на работу, естественно, там в масках со всеми делами, но был какой-то вот дискомфорт. Спустя неделю у меня начались затруднения в дыхании. В плане чего? В плане того, что я дышу, у меня никаких, ну, легкая, может быть, отдышка есть, но это свойственно всем астматикам. Но несмотря на это, я дышу, и я чувствую, что моему организму недостаточно кислорода. То есть вне зависимости, нахожусь я в закрытом помещении или в открытом помещении, но я также не придавал этому особого значения. Значит, вчера я после лёжки, вчера у меня жуткое было невысыпание, и я проснулся примерно в 10 утра, почистил зубы, и где-то в 10:15 у меня резко такое впечатление, что как будто чем-то запрыскали нос, и образовалась какая-то пленка. То есть я перестал вообще чувствовать запахи. Это меня очень насторожило, потому что я смотрел все видео, многие видео по поводу ковида, и у всех пропадало обоняние практически у всех. Соответственно, я проснулся, уже очухался, умылся, сходил в душ, начал смотреть смски. Мы там периодически с друзьями переписываемся, и я задал такой вопрос, что кто болел ковидом или болеет, там какие там симптомы, потому что вот у меня пропал запах, обоняние пропало, и, соответственно, люди, которые болели, скинули рецепты, потому что у товарищей есть те врачи с такой квалификацией, к которым, ну, многие люди не могут попасть. И, соответственно, мне нужен был именно рецепт уже от тех врачей, которые идут не по тематике, что прописывали до, а на личном опыте по тому, насколько это помогает пациенту. Вот. И, соответственно, мне товарищи скинули все рецепты, которые прописывали, ну, кто кому в Первом медиа. Один рецепт был,
в международной клинике другой был рецепт, но часть лекарств, они совпадали со всеми теми организациями, где выписывался рецепт. Значит, я это сделал только лишь потому, что у меня пропал запах, но никаких симптомов у меня также особых не было. Ни насморка, ничего не было. И я поехал на станцию менять колеса около 4 часов дня. Состояние было, более-менее стабильное, за исключением запахов и, может быть, легкой усталости. После того, как я приехал на станцию, пошел в зону ожидания, налил себе чашечку кофе, выпил чашечку кофе и почувствовал критическое состояние. То есть у меня начали отниматься ноги, я плюхнулся на диван, я начал глубоко дышать, но мне это не помогало. То есть у меня жутко начала кружиться голова, и у меня жуткий начался дефицит кислорода. Я выполз на улицу, также начал глубоко дышать, мне стало еще хуже. Я обратно пришел, уже думал вызывать скорую, сел, запрокинул голову и посидел минут 15. Состояние у меня стало лучше. После чего я забрал автомобиль, поехал в аптеку и на всякий случай купил лекарства. Значит, из списка того, что мне присылали мои знакомые, в основном встречался витамин D. Его применяют он в виде спрея, и 1 раз в день его применяют, но он несовместим с другими витаминами. То есть также витамин С обязательно. Значит, вы либо с утра одно употребляете, второе вечером, либо наоборот. Но вместе нельзя. Также, естественно, промывка носа, это Аквалор. Также у всех в списке был Nasonex, это спрей для носа. Он употребляется 2 раза в день по 2 нажатия в каждую ноздрю. Также Инговерин 90 написано было у каждого из моих знакомых. Также Сумамед, но Сумамеда не было в аптеке в центральном районе Петербурга, поэтому Сумамокс. Но это примерно то же самое. Также есть такие же альтернативы. Это антибиотик. Принимается 1 раз в день за час, либо 2 часа после еды обязательно. И в одно и то же время 3 дня. У кого-то написано побольше было, но я взял вот по минимуму из ребят, у кого написано. Вот. Также аспирин обязательно нужно. Почему? Потому что ковид имеет свойство загущать кровь, тем самым могут образоваться тромбы и инфаркт. Также антигриппин, там содержится парацетамол, но это у тех, у кого есть температура. У меня температуры нет, но я на всякий случай купил. Также, так как я астматик, обязательно нужно держать. Да я думаю, что с ковидом не только астматиком, а обязательно, ребята, сальбутамол возьмите, он копейки стоит. Но как астматик вам скажу, что когда задыхаешься, эта штука незаменимая. То есть ты пшикаешь ее 2 раза. То есть во время вдыхания нужно нажимать на баллончик,
там выпрыскивается жидкость, и какие свойства он дает? Он расширяет сосуды в легких, и, соответственно, у тебя глубина вдыхания увеличивается, соответственно, больше попадает кислорода в легких. И также я купил кислород. Кислород это я купил сам по себе, потому что ни у кого не было в назначениях его, но я прочитал, что у тех, кто спортом занимается, там мощные тренировки проводят, они дышат как профилактика кислородом, чтобы организм насыщался кислородом. Это тоже немаловажно, и почему я его купил, потому что я реально почувствовал дефицит кислорода в моем организме. Также обязательно молодым людям требуется, ну, в возрасте, там, наверное, до 40 лет, обязательно полтаблеточки аспирина выпивать, чтобы он разжижал кровь, чтобы он не сгущал кровь. Что касается там каких-то побочных каких-то дел, я не знаю, но я вам говорю то, что вот принимаю я, и мне вроде бы становится лучше. Но также я буду снимать видео о своем последующем состоянии, но на сегодняшний день после принятия антибиотика я пью первый день антибиотик и дышал кислородом и, соответственно, прокапал, промыл все, мне стало намного лучше. Я не знаю, насколько это продержится, какое у меня поражение легких в какой степени, но во всяком случае на сегодня я чувствую себя значительно лучше. Я буду снимать периодически видеоролики о состоянии своем личном. Естественно, что не основывайтесь на моей практике, но просто как первую помощь, наверное, лучше услышать от первого лица, как бы, да, с учетом того, что у кого астма. Потому что у тех, у кого астма, ковид, конечно, поражает больше, чем у тех, у кого астмы нет. Но тем самым, возможно, если мне станет, конечно, хуже, я, конечно, обращусь к врачу. Но почему я не обращаюсь к врачу? Потому что врачи при КТ, если увидят поражение, они обязательно заберут в больницу. А в больнице очень много других еще вирусов. И это может очень негативно повлиять на ваше здоровье, так как вы можете помимо вот этого ковида, да, там и симптоматики ковида, потому что симптомы у всех, я так понял, что разные, у кого-то там кости ломит, у кого-то там запахи пропадают, у кого-то температуры, у кого-то кашель, у кого-то отдышка, у кого-то горло, то есть там как у кого принимает в организм. Но ввиду всего вышеперечисленного, мое мнение, я не врач, у меня нет медицинского образования, но я считаю, что попасть в больничку и большая доля вероятности там будет подцепить что-то еще сверху. Если подцепить еще что-то сверху, то я думаю, что никаких положительных от этого свойств не будет, как бы у вас там ни лечили. Поэтому пока нет, я не говорю о критических ситуациях, когда уже реально задыхаешься там и реально уже как бы другого выхода нет. Вот, а с учетом того, что я живу один и никого вокруг нет, то есть я никого не могу заразить и так далее, то есть мне привозят доставки еду и так далее. Я считаю, что лучше болеть дома, ну, поправишься, потому что были случаи у моих знакомых, которые
8 дней отлежали дома и выздоровели. Примерно через 8-14 дней появляется обратное обоняние. Я рассчитываю, конечно, на такой исход, но может быть любой другой исход. Соответственно, вот я решил записать свой, я не знаю, как это считать, второй или 7-й день, потому что до этого у меня была вот эта вот усталость, но никаких проявлений. Но получается, это второй мой день после того, как у меня пропало обоняние. Вот. И второй день, когда я принимаю лекарства. И первый день, когда мне стало реально полегче. И, соответственно, каждое видео будет о том, как проходит мой ковид. Я думаю, что для тех, у кого есть астма, это видео будет полезно. Также, ребята, обязательно одевайте маски не для того, чтобы кого-то не заразить, а для того, чтобы, во-первых, самому чего-то не подцепить. И, во-вторых, старайтесь не контактировать со своими родными, потому что у тех людей, у которых уже 50+, у них проходит очень тяжело это заболевание. У меня отец болеет, и болеет он намного тяжелее, чем я. Он чуть-чуть, конечно, пораньше заболел, но это очень страшно. Страшно потерять близкого. То есть вы всегда думаете о том, что может ваша вот эта вот банальная халатность привести к потере близкого человека. Это очень больно. И всегда обращайте внимание на свое здоровье. То есть если чуть-чуть там хотя бы как-то у вас здоровье нестабильное, лучше просидеть дома. Хрен с ним, с деньгами. Всех денег все равно не заработаешь. Но тем самым ты кого-то не заразишь. И самое главное, ты не заразишь своих близких. Лучше изолироваться. Куда-нибудь в деревню уехать, там еще что-то. И вот там вот отсидеться. Вот я, например, весь год, за исключением вот этого последнего гребаного месяца, просидел за городом. Никаких проблем у меня не было. Я отлично себя чувствовал, приехал в город, все, приплыл. Хотя продержался вот год без всяких симптомов, ни голова не болела, ничего. И вот закончилось все одним и тем же. То есть город — это зло. Если есть возможность не быть в городе, то город нужно избегать. Потому что люди иногда сами не знают, что они являются переносчиками. Я ходил в маске, но тем самым я являлся, подразумеваю так, что вот эти 7 дней я являлся переносчиком. И, возможно, я тоже мог кого-то заразить этим дерьмом. Соответственно, берегите себя. С наступающими праздниками. Всего вам хорошего, не болейте. Берегите своих близких и родных. Всем пока-пока. Ждите нового видео.